Значит, на сегодняшний день мы превратили обычную CRM-систему, которую вы видели на множество видео, которые вы смотрели на YouTube, Мгм. мы упаковали это в браузерную версию, в платформу Divinit AI, как мы это называем. Вы уже заходили на наш сайт, вы заполняли заявку, консультацию, и в принципе с вами начал говорить наш искусственный сотрудник, так скажем. Он вас поприветствовал, обещал, что давайте на Zoom, давайте время. Он сделал с вами запись, он скинул вам Zoom ссылку, он передал нашей команде, что вот есть надежда, вот она заинтересована, Горячий передал. лист. Да, верно. И вот, пожалуйста, работайте. И мы своим клиентам предлагаем практически аналогию, просто в каждой сфере, в каждой нише свои нюансы. Например, у нас здесь и автодилеры, у нас здесь салоны красоты, но начинали мы с недвижимости. Это главный наш блог был, и он, потому что Игорь Николаевич, так же как и вы, наверное, мигрировал в Америку и тоже начал свой путь в поиске, чем заниматься, как заниматься, занимался с людьми, потом, когда в коллективе были такие пробелы, когда кто-то там, ты его обучал, рассказывал, ну, типа растил себе сотрудника, а он где-то, например, поменял там взгляды, в жизни там ребенок родился, отношения какие-то, ну, молодежь, и Ну да. неустойчиво. А тут ты бизнес вроде как строишь и хочешь, чтобы команда трудилась, чтобы с дня в день сделки, все закрывалось, все под контролем. И пришли к выводу, что на сегодняшний день есть множество AI решений, и мы на это положили много времени, чтобы прийти к результату такому, как заменить людей на разговорах, заменить людей на смс-сопровождении, холодных звонках. То есть с чего все начинается, как вообще хуселлинг устроен, да? Вам надо найти дом, который готовы вам продать, а вы уже, будучи в контракте, хотите его дальше продвинуть и на разнице заработать. Ну, вы это прекрасно знаете, я очевидные вещи говорю, но просто фишка в чем? Вам, чтобы шерстить, я это специально слово говорю, быстренько все, ну, вы аналитикой, да, занимаетесь, вы себе списки формируете. Вот, например, вот этот потенциально дом интересный, там equity хорошие, там условия какие-то предварительно, там люди могут быть заинтересованы и так дальше. У вас создаются большие списки. Списки купленных где-то на рынке, списки взяты с каких-то специализированных сервисов, как Property Radar, PropStream, PropWire, ну, куча таких есть элементов. Вы можете находить списки домовладельцев или адресов на рекорд, на аккаунте разных, где размещают какие-то судебные там дела, или где, ну, там, долги, или много есть в наследство передаются дома, когда пробейт. Также часто бывает, что as is выходят сделки, это для флипперов, которые, ну, конечный покупатель, он же ищет сделки часто, и тоже зависит от хуселлеров и готов им заплатить разницу и быстренько, ну, то есть вы можете на Zillow даже элементарно находить в специальных фильтрах сделки, ну, типа дома, которые там с SI с пометкой, и с тем, что, например, expired listing, когда вы видите, что там уже на Zillow находится дом, а он на онлайн, ну, на MLS находится там 90 дней или, ну, в таком порядке, или 180, то есть там 3-6 месяцев, когда контракт у них заканчивается, вы понимаете, что собственник очень бы хотел продать, но ему не получилось с агентом. Агент прям, все, я потерял, типа, контракт, ничего не получилось, а дом, в принципе, по всем критериям вам, в принципе, подходит. Вы нашли перечень домов, выписали себе адреса, загрузили их на Property Radar, или, ну, куда-то там нашли собственников мимо агентов, допустим, нашли их контакты, загрузили это в табличку и отдали это нашей платформе. То есть я этот весь сейчас
слой информации рассказал для того, чтобы вы понимали, что списки доставать возможно и что и нужно вам. И эти списки надо обязательно обрабатывать. Это основа как бы этого. Это основа, но обработка этих списков, она упирается, либо вы сами лично звоните. Это нереально. Это нереально по многим. Очень, Да. тоже можно перечень озвучить. Если вы уже сталкивались или хотя бы в голове прокручивали эти все форматы, то это знание специфики ниши, английский хороший, с американцами хорошо провести беседу. Это эмоциональное выгорание, когда ты звонишь, а там в списке, например, из 1000 контактов может быть каких-то 20, там 1-2, от 1 до 10%, которые где-то в этом списке глубоко спрятаны на каких-то там, позициях, да, если табличка 1, 2, 3 и так пошло. Только там, захотели разговаривать с тобой. Да, и кто-то вообще сейчас, да, я за рулем, даже не вникает что-то там. Я позвоните вечером, завтра, я в отпуске с понедельника где-то там. Кто-то, я вообще не хочу никакой маркетинг, ничего не интересует, отстаньте, откуда у вас мой номер. Короче, куча таких моментов и ответов, которые тебя просто убивает своим, и когда ты, например, на какой-то там 100-й, 200-й позиции кого-то там намек на какой-то разговор получил, то ты такой уже, знаете, в замешательстве, ты уже подустал, тебе уже неинтересно самому с кем-то разговаривать, а тут кто-то, готов с тобой говорить. Нет, это очень большая работа, вот. Если, это, да. Это человеческий фактор, и если ты хочешь заниматься бизнесом, то ты уже как будто не бизнесмен, а какой-то раб сам себе, потому что пытаешься делать то, что тебе неприятно и сложно, и куча времени забирает. Второй сценарий: вы нанимаете человека за денежку, вкладываете туда, но его проконтролировать человека, вы точно знаете, что он точно с тем же делает то, что вы, также не хотя, также эмоционально сложно, но ему за это платят, и он вынужден что-то там ковыркать эти списки, и вам якобы липово часто отписывать, что да, там этот список не принес результата, где-то быть нечестным, где-то преуменьшать или преувеличивать какие-то факторы, где-то быть невнимательным в плане там перезвоните завтра, он это забил или забыл и так дальше. И чтобы заменить все эти сценарии, вот мы как раз придумали наш продукт, который позволяет огромные слои списков обрабатывать максимально быстро, честно и еще и дешевле. То есть там мы, так скажем, 3 зайцев выбиваем. Мы выбираем человека, этим мы забираем все эти косяки с внимательностью, скоростью и эмоциональными там настроями, потому что робот, AI, он звонит приятным голосом, в настроении, с четко поставленной задачей, и с разговора в разговор он переходит максимально быстро. При том, что у нас настроено так, что многопоточность. То есть мы, например, покупаем 10 номеров телефонов. Вот я сейчас нахожусь на платформе и вижу, у меня есть сейчас 1 номер, но я могу там до 10 номеров. Вы как клиент можете купить до 10 номеров. 1 номер звонит каждые 30 секунд, делает новый вызов. То есть, если сейчас вам, чтобы вы не брали калькулятор или сами в голове это все не складывали, это выглядит где-то так. Если вы пользуетесь системой, купили себе несколько номеров до 10, например, 10 номеров, и знаете, что каждые 30 секунд, то вы за день, по нашим расчетам, и с опыта знаем, что где-то около 3500 контактов в списке обработаете. Рабочий день, то есть там с 9 утра до 7 вечера, рабочие часы. Робот умеет звонить, не то что умеет, а настраивается так, что вот в настройках мы ему указываем, какие рабочие часы. То есть ты должен звонить там в такие-то дни, с понедельника по пятницу, например, субботу, воскресенье не звони, или звони, как вы посчитаете, с такие-то по такие-то часы. Если вы работаете не только в своем штате, а пытаетесь хуселить прям широко, да, списки в разных штатах, потому что это ваш хлеб, и вы можете себе такое позволить с такой системой, то система умеет считывать каждый номер и определять локально, где он находится. То есть, если вы, например, взяли Лос-Анджелес,
то он, зная, что вы с 9 утра, он не будет в 9 утра по Флориде ему туда звонить. Он ему будет звонить через плюс 4 часа ихний часовой пояс. Мгм. Вот. Поэтому он будет, не будет, ну, будет ваш сотрудник звонить строго по тем дням и тем часам, и еще и зная в какой локации, сам определяя ваш список. То есть вы можете собрать список, солянку там из 10 тысяч записей с разных штатов, но мотивированных, сгрузить его в систему, и он по графику ему будет выполнять звонки со скоростью до 3500 звонков, контактов в день обрабатывая, номеров телефона. То есть вы список в 10 тысяч около там 3 дней полностью обработаете. И это вам даст сразу же конверсию. Каждый, что такое обработать список, что делает система? Вы создаете компанию. Создание компании заключается в том, что вы, например, я пишу просто элементарно, мой список. Но по сути я сюда могу написать каунти такой-то, Флорида такая, или там, например, пробейт список из Флориды или с Орландо, условно. Или еще как-то. Дальше вы, давайте так. Да что ж такое. То есть пробейт Флорида. Якобы я достал список из Флориды, штата, там все с наследством, вроде мотивирован. Я выбираю себе голос, мужской, женский, там, более френдли, более деловой и так дальше. Там описание, послушайте, я сейчас не буду останавливаться. Дальше, промпт. Промпт — это скрипт разговора. Как этому товарищу разговаривать с вашим списком. То есть он каждому будет звонить и рассказывать по какому-то сценарию. Например, это off-market или это с агентом. Например, если вы со Zillow собрали списки, он будет с ним обращаться как с посредником. А я, если off-market, то есть напрямую в списке номера телефонов собственников или потенциально, он будет с ними разговаривать. То есть это уже профессионально протоптанные такие сценарии, которые мы отработали. Есть сценарий, когда вы можете сами сгенерить скрипт, когда вы нажимаете вот эту кнопку, робот, вы можете пообщаться с нашей системой, пообщаться в таком формате. Там, привет, мы работаем в таком-то штате, то есть рассказать немножко о своем бизнесе. То есть я хуселлер в таком штате, моя компания называется так-то, я хочу, чтобы ты от имени, и там назвать ему, с такого-то имени представляясь, спрашивал у людей, готовы ли, есть ли у них минутка поговорить, я интересуюсь тем-то, обращаться по имени, потому что у тебя оно есть, вот так вот. Главная цель спрашивать, готовы ли рассмотреть продажу своей недвижимости по адресу такому-то, адрес ты тоже знаешь. Вот этот сценарий, спросить, в каком он состоянии, почему продают, какие-то вы ли собственники, или, возможно, у вас несколько собственников. Все вот эти детали, которые вы себе придумали, вы ему здесь описываете, он это фиксирует, создает вам промпт, и этот промпт будет, например, отличаться от базового того, что мы предлагаем, да? Но это только на одну компанию, что мы создали, да, как бы? Да. Например, пробейт вы можете ему дать изюминку, да, сказать, слушай, ты не только спроси, но ты кто-то умер с родственников, ты ему посочувствуешь, что ты сочувствуешь вашей утрате, что вы тетю, дядю, маму, кого-то потеряли и так дальше, чтобы это был более такой тонкий разговор для данного списка. Вы этих списков можете создавать несколько. Да. То есть вы создаете сейчас для списка пробейт одно, для списка линов другие, для списка experience с агентами или без агентов третий и так дальше. Поэтому у вас вы создаете несколько компаний, и они все параллельно работают на вас. То есть вы их можете все вместе 3 списка запустить, но каждый будет уникально разговаривать с вами попредметно, а не так, что все как один лупят в одну точку, а они по настроению вообще разные, эти списки.
Да, ну, объясняю логику. Ну, пока я выбираю базово, что off-market. Дальше вы вправе, ну, так как я не через AI генерю, не рассказываю ему, а просто выбираю готовый промпт, то он меня спрашивает, как ты хочешь, чтобы я представлялся. Например, ну, мы там привыкли Марком называться. Ну, кто-то Алекс, кто-то, как хотите. Пишу Марк, company name, я не знаю, там, Клевер, Ромашка, что угодно. То есть я Марк из компании такой-то. Ну, там, я напишу просто real. Банально. То есть real estate company. Давай напишу company. Тоже спрашивается то же самое, какие часы, потому что вы уникально, да, у вас ну, базово одни часы, но вы можете их для разных списков себе подстроить по-другому. Например, вы хотите, чтобы он каждый день с 10 стартовал или с 8. Выбираете какое время, какие дни. Ну, сейчас мы уже в 11, так что тут уже нормально. Сколько параллельных звонков, то, что я говорю. Значит, кроме того, что робот каждому контакту из списка позвонит с номера телефона, ну, на GSM, на обычный мобильный телефон поговорить. Если человек взял трубку с первого раза, произойдет разговор. Если не взял трубку, то система ему будет повторно, вот callback, галочка стоит, она ему будет звонить с периодичностью. Через 2 часа попытается еще раз позвонить, потом через 4 часа, потом через 8 часов. Но это плюсом, это имеется в виду геометрическая прогрессия, когда сейчас я звоню в 11, следующий звонок он будет в час, а потом с часу еще плюс 4, то есть 2, 3, 4, 5, 6. 6. Если 6 уже попадает не в рабочее время, то следующий звонок будет завтра утром, условно. И так дальше. То есть, условно, вот эти часы, они растянут на 3 дня контакты. У вас список обрабатывается, и представьте себе, у вас там 3 списка на обзвоне. Как бы действовал живой, типа этот, ну, обзвонщик. Он бы шел по списку и просто галочки ставил, дозвонился, не дозвонился. И Да. потом спрашивал вас, мне перезванивать вот этим товарищам, которые нет? Или потому что это его деньги, ваши деньги, и вы согласуете. Тут же вас просто идет автоматом вот эти настройки. Он спрашивает, сколько раз мне попытаться? Ну, стандартно мы 3 ставим, потому что это оптимально. Когда уже 3 раза не дозвонился, это якобы, ну, это даже 4 первый звонок, и еще плюс 3 повтора. И условно это где-то на 3 дня работы с каждым контактом, если с первого раза не взял трубку. Таким образом вы не потеряете никого и потеряете только тех, кто явно, ну, телефон вообще не рабочий, возможно, или, ну, не попадаете, и оно будет в разное время, получается. Вы ему звонили в одно время первый раз, потом оно в обед, там, вечером, с утра, и оно будет пытаться в разные моменты поймать человека на связь. В итоге callback срабатывает, когда не взяли трубку или когда, например, сработал voicemail. То есть часто люди не берут трубку, не просто не взяли трубку, а ну, там, отбили и ушел разговор на voicemail, либо ну, там настроена почта по умолчанию всех подряд туда скидывать. И с voicemail'ами у нас вот эта галочка дополнительная, вот я сейчас кликну, она дает, видите, тут написано, дополнительно автоматически отправлять тексты voicemail. То есть, когда не взяли трубку, планируется ему перезвон, но не просто вот сейчас я позвонил, что произойдет еще плюс 2 вещи. Первая вещь, робот напишет ему сразу же, как только он звонил, включился voicemail, в момент включения voicemail говорите после голосового сигнала. Робот ему голосом проговорит текст, надиктует на запись на почту, которую прослушает человек, ну прослушает, не прослушает, но скорее всего прослушает, если там все на это нацелено. И ему оставят текст приблизительно такого характера, что, ну, оно все решается из промпта, который у вас здесь. И, например, он ему говорит, приветствую там Стив,
я пытался дозвониться тебе по поводу недвижимости по адресу такому-то, хотел с тобой переговорить. Вы можете явно указывать, хотел купить ее или просто интрига такая, да, по поводу адреса. Вот тут такой, что там у меня, долги, проблемы, сосед, новые соседи, ну, все что угодно. И у него будет интерес. Потом, когда он перезвонит, то, ну, по очереди говорю, надиктовал ему голосовое. Человек прослушал голосовое, может написать смс-ку или перезвонить. Ну, реально его там заинтриговало, что это такое, и он перезванивает. То система на номере, с которого она звонила, принимает также входящие звонки. Входящие звонки, они запараллелены с основным промптом, с единственной разницей. Когда идет исходящий от системы звонок, то она представляется, ну, типа, здравствуйте, ну, инициативно разговаривает, что она звонит. Когда идет входящий звонок, то она подстраивается, что это входящий, и говорит: спасибо, что привет, Стив, там, спасибо, что перезвонил. Да, я тебе звонил ранее, потому что хотел с тобой переговорить. И вот это вступление, оно видоизмененное. Поэтому получается, что у вас надиктовано голосовое, что дает крючок с возможным фидбэком в виде перезвона либо смс-ки. А также следом за надиктованным voicemail идет смс-ка. То есть человек сразу получает 3 касания. Первое — пропущенный звонок. Второе — надиктованное голосовое сообщение голосом на voicemail. И смс-ка и все с одного и того же номера. И оставлена смс-ка с контекстом. Ну, там, привет, ну, все то же самое практически, просто текст смс. И, ну, представьте, контакт, который это все получил, но с ним больше уже проконтактировать практически невозможно. Когда ты звонишь второй раз, ну, как бы есть вероятность, что он возьмет трубку и захочет с тобой поговорить. Он даже, ну, даже если он на негативе, то он хотя бы возьмет трубку, потому что видит, ему этот номер и звонил, и голосовой, и писал, и ему звонит через 2 часа опять, он берет трубку, ну, я уже в худшую сторону всегда я такой человек, он берет трубку и отвечает как: да откуда у тебя мой номер, я этот дом не продаю, он вообще не мой, или я там не Стив, ну, что угодно, не звони мне. И фишка, что произойдет, когда человек нам сообщит, роботу, что ты меня не беспокой, пожалуйста, потому что, ну, не в тему, то система фиксирует стоп-сигнал и реально его устанавливает как do not call, то есть не тревожить больше. Она ему не пишет, не звонит, потому что человек явно объяснил, что это не идет. Но если он объясняет: я сейчас не продаю, возможно, в будущем, то система его поставит в списке через месяц. И его опять. Или если он скажет, это пробейт часто у нас бывает, в пробейт наследствие они как отвечают: у меня сейчас еще дело передачи собственности движется там с юристом, и через там 3 месяца я только смогу рассматривать возможность продажи. И наша система реально фиксирует эти сроки, и через 3 месяца она ему ориентировочно делает следующий контакт, и не просто делает вот как в первый раз, она ему звонит, что я тебе когда-то там спрашивал, ты мне сказал, вот я тебе звоню и так дальше, объясняя вот это. И она держит в памяти вот 3 месяца условно. И это вообще по барабану, хоть через год. То есть ваши списки будут обработаны ровно так, как они по срокам там все определяются в рамках взаимосвязи. Идем дальше. То есть человек мог взять трубку, произошел разговор, не взять трубку, будут перезвоны, включился voicemail, я вам объяснил, он перезванивает, потому что был пропущен или еще что-то, наша система поднимает с контекстом, он взял трубку, но сказал: слушайте, я сейчас за рулем, неудобно разговаривать, давайте перезвоните там через полчаса, через час, вечером, после работы, завтра. Все эти нюансы, они записываются AI, ну, AI, искусственным интеллектом, и выполняются ровно так, как заказывали. И вот эта штука AI Nation, вот я включаю, она также дает возможность работать с имейлами, звонками и смс-ками. Это то, что только что я говорил, что она делает еще 10 касаний. Это не обязательно, она 10 раз будет
долбить человека в списке, но ей разрешено планировать до 10 событий вперед. Имеется в виду, что он не сказал вам явно, откуда у тебя мой номер и так дальше, а он наоборот сказал сейчас, что слушай, там, сейчас неудобно, перезвони вечером. Все, первое касание произошло, запомнили. Он определяет, чем... Так, у меня есть его и номер, и имейл, возможно. В списках бывает и имейл, и номер телефона. Например, сейчас неудобно, перезвони позже. Тот спрашивает, а когда удобно будет перезвонить? Ответит, хорошо, не ответит, положил трубку, он сам запланирует. Значит, следующее касание, второе, вот я в рамках 10, я вам просто рассказываю, как это может растянуться и выглядеть. Система такая, так, ага, он сказал вечером перезвонить, все, я ему там в 5 или в 6 перезвоню, или в 7. Типа, callback с контекстом. Привет, там утром или в обед я тебе звонил, ты попросил вечером, вот я перезваниваю, там хотел пообщаться с тем-то, с тем-то. Так что вы предлагаете? Ну, хочу купить дом, мы там занимаемся тем-то, тем-то, в рамках разговора. Слушайте, мне надо этот вопрос там с женой поговорить, решить, давайте тогда там через день-два свяжемся, и я вам отвечу. Все, третье касание планируется. Он ему может уже, эта система сама решает, там, возможно, он сказал, давайте переписываться условно, или свяжемся позже. Завтра, послезавтра. Система ему может смс-ку завтра, например, написать. Так что там у тебя, фидбэк, да, вот этот follow-up по поводу жены, посоветоваться. Ему пишут, отвечает, окей. Не отвечает, игнорит смс, он ему через несколько часов или на следующий день уже, так как он завтра написал смс, а послезавтра он ему позвонил. Если на смс ответа нет. Всегда есть если. Если обратная связь есть, то определяется в зависимости от обратной связи. Если обратной связи нет, то он его как бы долбит. Все, четвертый шаг, он ему на послезавтра, или это уже пятый, я не помню, он ему еще звонит. И там опять же, дозвонился с первого раза, взял трубку, поговорили, нет, то возвращаемся к сценарию, где там voicemail, не дозвонился, он ему перезванивает повторно с контекстом. Всегда следующее касание сохраняет предыдущий контекст, то есть память лида. Каждый контакт это потенциальный лид. В каждом лиде есть свой контекст. На чем остановились последние, то есть связались по смс или по имейлу или по звонку. В каждой связи был какой-то... Сейчас у меня тут окно открыто. В рамках памяти лида всегда вот эта система, которая вот у вас тут на 10 шагов распределена, знает, что было до и планирует, что делать дальше, в зависимости от последнего контакта и в целом. Это настроение меняется, и лид может сейчас быть холодным, но еще не полным стоп, потому что никто не сказал тебе, не беспокой меня и не пиши мне больше. Потому что это, знаете, как маркетинг все-таки, и по закону нельзя типа спамить особо. Поэтому, если нет явного стоп-сигнала, что там агрессии какой-то или явных признаков, что больше меня не беспокой, то система в рамках вот этих 10, вы можете их там и 20 написать, или 5, как себе хотите, оптимизировать, как вам удобно. Дальше я вот сохраняю компанию, в которой я указываю это условно название, возможно голос выбрал, возможно какой-то свой промпт или готовый, вписал имя и компанию, это будет ваша компания или бренд или что как угодно, часы работы этого сотрудника нанимаемого. Дальше галочки, что вы хотите, чтобы он перезванивал, чтобы он писал смс, чтобы он планировал каждое следующее касание. Все это там могу и email. Сохраняете. И у вас создается компания. Компания чистая, и она ожидает от вас либо список, табличку экселевскую, типа принеси мне Excel таблицу с компьютера. Либо понятно, вы не будете по одному создавать, но я могу вот сейчас создать тестово ваш личный лид, например, чтобы сейчас вам позвонил робот, с вами поговорил, и вы, как владелец дома, потенциальный лид в системе как-то отметились, да? Можем, в принципе, это сейчас сделать.
если хотите. Да нет, я уже видела, как... Ну, если вы уже несколько, да, видели варианты, как этот Да, разговор это происходит.